Умная колонка от компании Xiaomi, которая имеет шикарное звучание, настроенное совместно с Harman, стильный минималистичный дизайн, обширный функционал, голосовое управление, красивую подсветку с интеллектуальным обнаружением человека, возможность работать как по Bluetooth соединению, так и по AUX, по любимому нашему проводу. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к умной колонке под названием Xiaomi Sound Pro. Запоминайте ее, рано или поздно на глобальный рынок ее тоже выгрузят. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется данная модель в черной коробке из плотного картона. Но не настолько, чтобы выдержать доставку, так как углы у коробки помятые, и сама коробка уже потеряла свой презентабельный вид. Но устройство дошло целым, что в принципе радует. И основная миссия у коробульки, получается, была выполнена. На коробке есть изображение и название устройства, краткие характеристики и основные фишки. Пакинг неплохой, не скажу, что самый лучший, но в комплекте мы имеем саму колонку, руководство пользователя, адаптер питания с несъемным кабелем и китайской вилкой на 24 вольта 2,5 ампера и довольно длинный кабель со штекером 3,5 мм с двух концов, что означает, что Xiaomi Sound Pro имеет AUX разъем. Это удобно. Выглядит на первый взгляд умная колонка очень даже стильно. В принципе, как все у Xiaomi-тов для умного дома. Отмечу, что у меня и китайская версия колонки, так что весь функционал заточен под Китай. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где мы общаемся и решаем, на что еще делать обзор и какие еще тесты делать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к умной колонке от Xiaomi. Полетели. Продается данная модель в единственной черной расцветке корпуса. Дизайн устройства, как я уже говорил, стильный, но все, что мы имеем из нового, это дно у колонки. Так что если ее убрать, то получится обыкновенная колонка Xiaomi Sound, к слову, на которую у меня уже есть обзор на канале. Нижняя часть обшита приятной тактильной тканью, наверху, по всей видимости, пластмассы и панель с рельефом, как у виниловых пластинок. Материалы, конечно же, качественные, как и сборка. Стоит на поверхности умная колонка уверенно. Ко всему, на дне имеется антискользящая вставка и спрятанные два разъема, такие как разъем для питания и AUX разъем. В плане эргономики и удобства Xiaomi Sound Pro выполнена хорошо. Далее, разумеется, есть подсветка, выглядит она красиво и ненавязчиво, подсветка взаимодействует со звуком и не только с ним. К примеру, если вы находитесь перед ней, то световые эффекты будут направлены на вас. Да, задумка интересная и реализована, я вам скажу, она хорошо. Настроить подсветку нельзя, только включить или выключить. Последнее — это панель управления и NFC-область для быстрого подключения, что безумно удобно. А из команд на борту регулировка громкости и плей-пауза. Конечно же, управлять можно голосом, к примеру, переключать треки, регулировать громкость и тому подобное. По дизайну, как по мне, Xiaomi сильно не запаривались. Сделали просто внешне приятную умную колонку, которая впишется в большинство стилей интерьера, либо украсит их. Летим дальше. Xiaomi Sound Pro оснащена 4-дюймовым динамиком на 40 Вт, 3 1,5-дюймовыми полночастотными динамиками на 5 Вт, а также 3 пассивными излучателями. В общем, по мощности получается 55 Вт и звучание на 360 градусов. Частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц. Звучание настроено совместно с Harman. Данная модель имеет функцию стереопары, что круто. Ко всему можно подключить совместно до 8 умных колонок. Также есть поддержка Xiaomi Mi Band. Как вы уже поняли, микрофон у Xiaomi есть. Все-таки это умная колонка. Есть поддержка 6 голосовых ассистентов, но все на китайском языке. Может быть, как-то глобальный можно завести, но пока решений в интернете нет. Также поддерживается Wi-Fi на 2,4 ГГц и Wi-Fi на 5 ГГц. К слову, если у вас есть решение по поводу перепрошивки данного устройства, напишите в комментариях. Может быть, у вас уже положительный опыт даже есть. Bluetooth версии 5.1, что вообще не радует, хотя бы 5.2 установили, не говоря уже 5.3, учитывая стоимость колонки. Подключаться как Bluetooth колонки к данной модели можно, главное в приложении выставить галочку для этой функции. Но у меня с некоторыми Android смартфонами звук воспроизводился некачественно, поэтому в основном я использовал кабель. Магия электронов, можно сказать, но реально с одними смартфонами звучало хорошо, с другими плохо. Xiaomi Sound Pro автоматически подключается к ранее сопряженному устройству. Из кодеков я обнаружил только SBC и AAC. Связь с подключенными устройствами держит стабильно, и через две стены она не отваливается. Мультипоинта на борту, к сожалению, я не обнаружил. Задержка звука при воспроизведении видео на YouTube и во время просмотра фильмов минимальная, а в играх задержка слегка заметна. Во всяком случае, подрубаем AUX кабель и имеем минимальную задержку везде. Примеры задержки
по Bluetooth вы сейчас увидите. No mercy! Target down! Mark the location. Kill! Get in the car. Killing spree for the blue team! Dead! No mercy! Nice shot! Если вы не знаете китайский язык, то эта версия вам будет в принципе бесполезна, так как голосовые команды, приложение, к которому она подключается, все функции и так далее, все на китайском языке. Приложение можно скачать по QR-коду в инструкции, подключилась колонка у меня без проблем, быстро, ну а дальше переводчик в помощь. Весь софт заточен под Китай, конечно, некоторым функционалом можно пользоваться, но только некоторым. Из интересных настроек самой умной колонки есть настройка звука с 3 предустановками, такие как бас, баланс и вокал, но кастомного эквалайзера, к сожалению, нет, это эпичный фейл. Также есть возможность выбрать стандартное качество звука и высокое, или включить адаптивный вокальный режим. И если эта функция включена, то при обнаружении вокального аудиоконтента Xiaomi Sound Pro применяет более четкую настройку. Из полезного можно настроить будильник, настроить звонки, настроить различные сцены, ночной режим, настройка детского контроля, расписание занятий, расписание ребенка, настроить голосового ассистента, настроить управление умным домом. Есть даже информация о землетрясении. Исходя из этого, мы понимаем, что данная умная колонка — это отличный помощник с обширным функционалом в перспективе на глобалке. Обновить прошивку в приложении также можно, но мне обновления пока еще не прилетели. Звучание. В метре от колонки уровень шума в среднем 90 дБ. Да, звучание прямо очень хорошо сбалансировано, оно чистое и слушать музыку очень приятно. Но тот, кто любит, чтобы звук прям долбил и по стенам шли вибрации, данная модель его не устроит. Странно также, что на громкости в 75% громкости кажется мало. А как только слегка прибавляешь громкости, уже слишком много. Не нашел я пока золотую середину по громкости у этой колонки. Возвращаясь к качеству звучания, отмечу, что бас глубокий, плотный, средний бас в наличии с многослойностью, середина имеет отличную проработку, вокал чистый, как мужской, так и женский. Каши из частот нет. Сцена широкая, инструментал различимо, отыгрывает Xiaomi Sound Pro отлично. Звучание мне понравилось, хотя изначально я предполагал, что она будет звучать, как и многие устройства подобных размеров с преобладающими низкими частотами, но не тут-то было. Не могу сказать, что я в восторге от звука, но однозначно приятно удивленный, на свои деньги она играет. Минусы. Основной минус — это данная колонка в китайской версии пока бесполезна для человека, который не живет в Китае и не знает китайский, либо не знает, как ее перепрошить на глобалку. Конечно, можно пользоваться некоторыми функциями данной колонки, запомнить, где в приложении что находится, или пользоваться переводчиком с экрана в реальном времени, но, честно говоря, тогда уже лучше, к примеру, Яндекс-станцию или Сбербум или еще что-то купить. Хотя звучат они не так классно. Конечно, минус в том, что Bluetooth версии 5.1 и не версии 5.3 это плохо. Ну и отсутствие управления на данный момент подсветкой тоже не особо радует. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в описании либо в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на нашу болталку, где все всем дают советы полезные по покупкам, и мой личный телеграм-канал, где мы можем общаться и решать, на что еще сделать обзор. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, обязательно скину их в телеграм-канал скидок. Резюмирую, беспроводная колонка Xiaomi Sound Pro, учитывая стоимость, имеет широкий функционал, и, как по мне, звучит она отлично. Но помним, что все индивидуально. И, разумеется, да, никакого аккумулятора у нее нет, она беспроводная только по подключению к устройствам, но не по подключению к питанию, к сожалению. Но в целом, в глобале я однозначно ее могу в перспективе советовать, потому что устройство классное, как только она появится. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Кто посмотрел обзор, двойное спасибо. Девайсу, еще раз, китайской версии нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.